Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. 20 марта, 23 год, понедельник. Ну все, друзья, холода, походу, заканчиваются. Сегодня у нас плюс 18 градусов днем, плюс 5 у нас, плюс 3 ночью, завтра теплее. В общем, вошли в весну, хорошее настроение у нас, как обычно, в Скалска. Светит солнышко. А как у меня настроение? Да я вам скажу честно, что оно у меня не очень хорошее. Я скажу вам почему. Потому что в ночь мне надо лететь в Израиль. Поездка короткая, поездка целевая. И вы знаете, что я заметил с момента приезда в Болгарию? Что когда мне нужно лететь в Израиль, у меня все время портится настроение. Ну, а кто-то скажет, а что оно тебе портится? Портится. Ну, не знаю почему. Естественно, у меня очень положительные эмоции. То, что я увижу своих детей, естественно. Я увижу друзей. Я увижу внука. Это, да, позитив. Это однозначно позитив. И от этого тоже это хорошо. Но ехать, ребят, ехать не хочется. Потому что, ну, уже как бы здесь на сегодняшний день 8 месяцев прожито. Быт налажен. И много забот, которые... Да нет особо каких-то забот у нас, ребят, потому что мы не работаем. У нас не стоит над головой какой-то молоток, где нам взять деньги на жизнь, потому что мы израильские пенсионеры, мы получаем пенсию. И на основании этого проживаем в Болгарии. Вот. Вот такое настроение у меня, не очень хочется лететь. Лечу на 3 коротких дня, сделаю дела и быстренько вернусь, так сказать, на базу в Скалска. Замечательно, и будем продолжать, потому что потом уже день рождения и новые планы, продолжение планов. Проект «Летняя кухня» войдет наконец-то в свое начало, потому что мы получили оферту, серьезную такую оферту, хорошую, друзья мои, оферту на стоимость летней кухни. Озвучивать сейчас я ее не буду, потому что еще не начали. И по этому поводу будут, конечно, отдельные видео. Да, у меня такое обращение к подписчикам. Дорогие мои подписчики, любимые, хорошие, я вас очень люблю. Пожалуйста, смотрите старые видео. Там вы найдете ответы на все вопросы, которые вы постоянно задаете мне, чтобы мне их не переснимать. Есть вопросы по визе Д, по воссоединению семьи, какие документы нужны на визу, что можно, что нельзя, какие сроки. Друзья мои, все есть в предыдущих видео. Полистайте, если что не поймете. Всегда есть телефон. Вы всегда можете позвонить мне на WhatsApp, вы всегда... Электронная почта нет, друзья, ну, я далек, я как-то не люблю все эти гугли, все эти имейлы. Не то, что я в этом не понимаю, не люблю. Поэтому, если есть вопрос, напишите в WhatsApp, все отвечу, все расскажу. Итак, поездка будет короткой. Что очень и очень радует в этих поездках, что поездка мне сейчас туда и обратно в Израиль стоит сколько? 54 доллара. Туда и обратно мне стоит 54 доллара. Что такое 54 доллара в Израиле? В Израиле трансфер с Ашкелона до Бен-Гуриона мне, если я беру частный транспорт, стоит порядка 80 долларов. Поняли разницу такую? Да, билет туда-обратно без багажа 50-54 доллара. А логистика в Израиле доехать до дома 80 долларов. Смешно. Выбирайте правильно, заранее покупайте билеты. Я уже не раз делал видео на эту тему, как летать дешево, не дешево. Потому что дешево, а потому что нужно просто искать, смотреть сайты. Я уже указывал сайты. Заранее покупать билеты, заранее планировать свою поездку. И тогда, друзья мои, вы всегда распланируете свое путешествие правильно и очень бюджетно. Не поленитесь, зайдите сейчас на сайт и посмотрите, сколько стоит билет, предположим, на октябрь месяц этого года. Вы увидите разницу. Посмотрите, сколько на декабрь. Там вообще копейки будут. Там будут билеты по 10 евро. Поэтому вы знаете свой план, планируйте все заранее, и вы будете дешево летать, комфортно. Как я летаю дешево. Я всегда покупаю нам билеты намного раньше.
И, грубо говоря, вот сейчас, если я захочу полететь, например, да не знаю, в июне, в июле, когда будет очень дорого, я сяду, открою просто сайт, найду ту дату и тот аэропорт вылета, который мне подойдет. Это может быть София, это может быть Бургас, это может быть Варна, это может быть Бухарест. Все эти аэропорты для меня очень выгодны. И я буду смотреть дешевый билет, я его куплю заранее, Виза, РНР, Israair, ну Israair вряд ли. И если случится в тот момент, что я не смогу полететь, друзья, что я потеряю-то? Ну потеряю я 20-30 долларов. Да ничего страшного, просто не берите заранее билеты с багажом. Это важно. Всегда планируйте вот эту поездку. Вы еще не знаю, вы еще не прилетели с этой, планируйте другую. Это очень удобно, друзья, поверьте мне. И так делаю я, научил очень многих своих друзей. Вот. Поэтому с полетами мы определились, кстати. Появилось тут, мне пишут: Дима, у нас с Пловдива 2 раза в неделю компания Israair, ой, не Israair, а Аркия делает рейсы на Пловдив. Открыли линию, замечательно, 2 раза в неделю. Но, посмотрев стоимости, я как-то не впечатлился. Потому что дорого. Ну, Пловдив, ну дорого. А что это за рейсы, друзья мои? А я вам расскажу. Это рейсы, которые заранее, многие рейсы, здесь казиношные рейсы. Что такое казиношный рейс? Расскажу. Казиношный рейс — это то, когда из Израиля частные компании организуют рейсы для игроков в казино. Целый самолет израильтян летит играть в казино, ребята. Израильтяне — это больные люди на казино. Израильтяне летят турами в Грузию, самолеты летят, в Румынию, в Болгарию, естественно. Да, это самые такие распространенные страны, куда летят израильтяне играть и проигрывать свои честно заработанные деньги. Имеют право? Да пусть летят. Жалко, что в Израиле нету казино, чтобы деньги оставались в бюджете страны. Но если люди приезжают играть в Болгарию, тратьте деньги здесь. И к чему я? К тому, что если уже все эти самолеты практически зафрахтованы, то цены там будут не камильфо. Но проверяйте все заранее. И если вам подойдет билет на Пловдив, вы в той локации покупайте. Все просто. Мне до Пловдива, мне, наверное, по расстоянию мне ближе ехать. Но если я буду ехать через перевал, соответственно, дольше. Поэтому Пловдив сегодня не рассматриваю. Смотрю Варну, смотрю Бургас, смотрю Софию. Вот. Поэтому так, настроение такое. Светланочка расстроена, чуть не плачет. Ой, дорогой. Я говорю, не волнуйся. Я прилечу, все будет хорошо. Сегодня буду готовить такой обед, чтобы своей дорогой супруге оставить кушать. Надо? Надо. Вот. Так, скорее всего, я поеду в аэропорт Варну на своей машине. Сейчас мы немножко изменим алгоритм полета. Если раньше, обычно, если я вылетаю из любых аэропортов, там машина у нас на газу, и стоит нам это недорого. И поэтому я еду до аэропорта, выхожу, а Светочка обратно едет домой в Скалско. А потом меня встречает. Но, ребят, все-таки поездка 3 с чем-то часа там, в ночное время, она немножко тяжелая. И в этот раз мы решили, что я оставлю машину просто на платной стоянке в Варне. Сегодня буду проверять и, конечно, потом вам расскажу, сколько это стоит и как это произошло. Так я сяду сегодня в 11:30 вечера на машину. Заранее закажу стоянку. Я уже проверил, что это будет дешевле. И я, так сказать, избавлю свою дорогую супругу от 3-часовой поездки туда и 3 часа обратно. 6 часов за рулем все-таки, так сказать, нелегко. Не то, что нелегко, мы привыкли. Дороги хорошие. Но сделаем в этот раз так, по-новому. Замечательно. Так, лечу без багажа. Что везти в Израиль? Да ничего не возим сейчас в Израиль. И практически ничего не возим из Израиля. Потому что лететь без багажа комфортно, удобно, здорово. Самое главное, удобно. Вот как бы вот такие у нас планы. Естественно, сделаю обязательно из Израиля
какой-то репортаж, наверняка что-то будет интересное, и наверняка, друзья, самое интересное будет сравнить, как обычно, цены, что происходит в нашей дорогой израильской стране. Да я знаю, ребят, что происходит-то уже. Цены растут, этого правительства нет, да все как обычно. А все как везде, правительства нет, цены растут. Ну а как? Что, друзья, и что делать вообще с ростом этих цен? Это не очень приятно, это не очень позитивно. Потому что есть здесь две такие разницы. Не то, что цены выросли в Болгарии, и цены выросли в Израиле, и цены растут во всем мире. А некая проблема в том, что курс израильской валюты, он ослаб. И ослаб он на 15% где-то по отношению к евро. Там кто-то мне будет писать, что это 5%. Ребят, я помню курсы. Я помню, когда мы покупали недвижимость, у нас расчетная точка на покупку была, по-моему, 3.55 евро. Так мы покупали. Или 3.60 евро. Я покупал евро для того, чтобы покупать недвижимость. Сколько сегодня? 3.95. Официальный курс, по-моему, 3.88. Но все равно мы меняем в обменках. И мы платим за покупку и конвертацию. Ребят, 15%. О чем это говорит? А я вам скажу, о чем это говорит. Если вчера вы меняли по 3.60 и покупали квартиру за 50 тысяч евро, давайте добавьте просто 15% к стоимости покупки вашей квартиры. А 50 плюс 15% еще 7,5 тысяч евро. Мама родная. За счет чего? Мы не то, что мы потеряли 7,5 тысяч евро. Можно сказать, потеряли. А можно сказать, и у нас их кто-то забрал из-за этих мировых игр в войну, в пандемию и вообще во все, что происходит. Реально. С одной стороны, израильские пенсии и зарплаты по отношению к евро потеряли. Это, соответственно, то, что мы хотим взять и на что мы рассчитываем, стало меньше. Что делать? Ой, что делать в этой ситуации? Как говорится в одном старом анекдоте, если вас насилуют, расслабьтесь и получите удовольствие. Вот и все. Все просто, потому что мы сделать ничего не можем. Мы просто, либо мы не должны обращать внимание полностью на это подорожание. Да, подорожали в Болгарии, подорожало серьезно, ребят, все. Подорожали яйца, подорожало молоко, подорожал сахар. Ой, ну, про сезонное подорожание овощей и фруктов сейчас говорить не буду, потому что абсолютно не сезон. Мы это увидим летом, и тогда сможем об этом разговаривать. Макароны подорожали. Ребят, кофе жестко подорожало в Болгарии кофе. Почему? Ну, не знаю, может, в Бразилии не урожай. Да бог его знает. Но кофе пьем много. Реально ударяет нам по бюджету? Нет, не ударяет. Нам ничего сильно это по бюджету не ударяет. Поэтому мы просто в связи с этим подорожанием, так, заходим, ага, так, чего у нас? Макароны Барилла, 3 лев, 3 лева, 6 шекелей, 1,5 евро. В Германии дешевле, в Израиле дешевле, а в Болгарии дороже. Что делать? Самим делать макароны, друзья мои, не покупать Бариллу, вот и все. Купите машинку, купите, не знаю, рукой замешайте тесто и сделайте лапшу, и будет дешево. А что вам делать в Болгарии в пенсионном возрасте дома? Кулинарить. Кулинарить. Что не подорожало? Практически не особо подорожало мясо. Свинина у нас, ребят, держится на том же уровне практически, но может быть немножко. Больше кушать мясо? Не знаю, кушайте больше мяса. Сахар. Ребят, да, сахар как в Израиле цена. Что делать? Расслабиться и получить удовольствие и кушать меньше сахара. Для нас подорожание со светочкой сахара дало нам такую энергетическую модель просто не покупать много сладкого. Практически перестали покупать сладкое и становимся здоровее от этого. А раньше там тортики какие-то, там еще что-то. Здесь пусть дорожает сахар, нам будет лучше, потому что мы меньше сожрем сладкого. Нормально? Правильно? Не знаю. Сейчас кто-то напишет комментарий, что за чушь он несет. Да нет, ребятки.
Я как раз чушь не несу. Я сейчас обсуждаю те вещи с улыбкой и с позитивом, от которых у многих встают волосы дыбом на голове от этих цен. Йогурт 2 лева стоил, оп, 2,50. Это сколько у нас? 25%. Чего делать? А не покупать этот йогурт, да и все. Просто не покупать. А почему нельзя сделать йогурт самим? Можно. Купите молоко, закислите йогуртом, сварите, получится йогурт. Бросьте туда фруктов сезонных, которые недорого стоят. Вот вам йогурт, ребят. Купите хлопья, купите мюсли, замешайте, сделайте сами. Я не прав? Да и я прав. И то же самое касается абсолютно многих вещей. Просто у нас снова, это, как, ребят, как санкции, которые накладывают на какую-то определенную страну. Вот давай, к примеру, на Россию наложили санкции. И что из этого вышло-то? Вот реально, я здесь сейчас не о политике. На Иран наложили санкции. Они что, умерли? Да они никуда не умерли. Они просто их вынудили сделать, начинать включать свой мозг и производить самим. То же самое у нас происходит. Дорожают яйца, мы сами выращиваем яйца. Дорожает макарон, я сам сделаю лапшу. Будет дорожать все, что связано с консервацией, да мы сами законсервируем все. В чем? Любое подорожание, любые трудности дают нам мотивацию решать эти трудности самим. И здесь пессимист, он будет ныть: ой, все плохо, мама родная, все плохо, все дорожает. А оптимист включит голову и будет думать, как мы из этого будем выходить, каким образом. И выйдет. И все будет хорошо. Поэтому и еще, дорогие друзья мои, израильтяне или релоканты, люди, которые собираются эмигрировать или недавно только приехали в Болгарию. Друзья, не сравнивайте, пожалуйста, цены с ценами в вашей стране проживания. Вот то, что я сейчас говорю, макароны 3 лева, в Израиле 6 шекелей. Не делайте вот этого, это неправильно. Это войдет вам в голову очень, не нужно. Вы сейчас живете в Болгарии, считайте, сколько у вас есть лев. Если вы живете в Израиле, не вспоминайте, сколько в Болгарии стоит это. Ой, мы в Израиле, в Болгарии мы кушали в кафе там за 30 лев, за 60 шекелей, а в Израиле мы за это то же самое платим, не знаю, 150 шекелей. Ну, друзья мои, нельзя так считать. В Израиле вы работаете и зарабатываете, и живете в этой стране. Значит, в Болгарии вы не работаете, вы получаете свою пенсию или пассивный доход, но живете в Болгарии. Считайте, живите в деньгах той страны, в которой вы сейчас живете. Это самый главный совет. Он уберет у вас кашу в голове, он уберет у вас нервные клетки при этом пересчете, когда мы: сахар 3, в Израиле 6, мама родная, почему так? Да не почему так, а потому что так. Все. Что делать? Расслабиться, получить удовольствие. Кушать меньше сахара. Все. И это совсем так. Мы можем влиять на что-то? Не можем. Можем мы изменить ситуацию с ценами? Не можем. Либо, конечно, можем. Возвращаемся в Израиль, начинаем пахать и платить за... И потом, через полгода, мы начнем снова ныть: ой, как здесь все дорого, а там все было дешево. Это все как обычно. Это ж проверено. После поездки в первый раз в Болгарию я вообще был в шоке. Я вообще на цены не смотрел в кафе. Просто я не замечал, мне было это неинтересно. Сейчас я захожу в магазин, я беру брошюрочку, Lidl, Kaufland, что я там еще, Билла, и обращаю внимание на акции. Да, нормально. Вы скажете: ой, там что ты крамчишь, там я... Да при чем здесь я крамчу? Я просто правильно строю свой бюджет и вам это рассказываю. Нужно, если есть какие-то финансовые проблемы или где-то начинать чего-то поджимать, и вы начинаете это чувствовать, просто включите калькулятор. Не покупайте ничего лишнего, не выбрасывайте продукты. Ребят, вы знаете, сколько продуктов выбрасывается в Израиле? Все дорого, все дешево, всем не хватает, все живут в долг, покупают вот такими пакетами картошку, помидоры, огурцы, на цены не смотрят и потом выкидывают.
Ну, и где мы вообще в этой ситуации? Вот ответ. Рационально подходите к любым своим покупкам. И все будет хорошо. И вы решите многие проблемы. Но, ребят, это только мое личное мнение. Я никому сейчас не навязываю его. Я рассказываю, как мы живем и как мы совсем с этим справляемся. С улыбкой, с позитивом. Господа, Хубов Дэн, хорошего понедельника, хорошей рабочей недели, хорошей недели отдыха вам. שיהיה לכם יום נעים, חברים שלי. And have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.